Смарт-часы, которые оснащены ярким AMOLED-экраном с технологией Always On Display, они имеют своеобразный дизайн, разумеется, качественные материалы, кольцевую подсветку с 8 видами подсветки, динамик, микрофон, возможность звонить прямо со смарт-часов, время автономной работы до 7 суток на одном заряде, автоматическое измерение пульса, измерение СПО2 кислорода и, разумеется, артериального давления, мониторингом сна, встроенным NFC-модулем, играми и не только этим. Обо всем этом я прочел, разумеется, в рекламе к смарт-часам под названием Kumi GT6 Pro. К слову, на Kumi GT6 у меня уже был обзор на канале, но как на самом деле дела обстоят у данной модели GT6 Pro, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Упаковка данного устройства, честно говоря, хорошая, только пришла она помятая. Сами смарт-часы никак не пострадали, это хорошо. Коробка открывается как шкатулка, на подарок однозначно кому-то зайдет. На ней есть краткие характеристики, изображение и название модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство с 4 пинами. Понравилась только упаковка. Что смарт-часы, что комплектация особого восхищения у меня не вызвали, думаю, как и у вас. Весят смарт-часы 53,2 грамма, а габариты 51,4 на 48,7 на 13,7 мм. Ремешок быстросъемный на 14 мм вместе крепления и ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок, мой личный телеграм-канал, разумеется, этот канал на YouTube, поставить колокольчик и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются данные часы в двух, по всей видимости, вариантах расцветки. С розово-голубыми иконками вокруг экрана и белыми. Дизайн смарт-часов необыкновенный. Конечно, найдутся те люди, которым они понравятся, но лично мне подобный стиль вовсе не нравится. Форма круглая, корпус выполнен из цинкового сплава, а тыльная часть, по всей видимости, из глянцевого пластика. Качество материала в целом хорошее, как и сборка. Корпус не марки, только тыльная часть из-за того, что она глянцевая, постоянно загрязняется. Ремешок выполнен из искусственной кожи с металлической застежкой. Он топорный, и такой принт, как у него, однозначно на любителя. Регулируемая длина от 170 до 240 мм. При носке часы слегка ощущаются, спать в них можно, но не сказал бы, что это дело комфортно. Ремешок натирает запястье, но не сильно. На корпусе расположили контакты для зарядки, краткие характеристики, иконки с тыльной части, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Датчик пульса VIC VP60, Kumi GT6 Pro могут измерять пульс в автоматическом и ручном режиме, только вот периодичность измерения неизвестна. Кислород в крови измеряется вручную, мониторинг уровня стресса отсутствует, есть бесполезное измерение артериального давления, ему ни в коем случае не верить. Сон мониторит плохо, как и все фазы сна, к примеру, у меня из 7 часов сна записалось только 2 часа 39 минут. Пульс у воздуха, как и СПО2, смарт-часы не засчитывают, что уже хорошо. Результаты измерения в целом корректные, только если измерять в неподвижном состоянии. В противном случае показатели далеки от правды. Графики на самих смарт-часах отображаются, но вот полноценный график сна нет. А в приложении по непонятным мне причинам не синхронизируется измерение пульса, и не только. На борту также есть дыхательные тренировки, женское здоровье и напоминание о необходимости подвигаться или попить воды. Далее, последнее, что можно заметить, это две кнопки. Верхняя кнопка колесика выглядит неплохо и не имеет люфт, но сильно выпирает из корпуса, как по мне, может кому-то мешаться. С ее помощью можно включить-выключить или перезагрузить устройство, перейти в меню или вернуться на главный экран. А также, если зайти в меню, то двойным нажатием на эту кнопку колесика можно менять стиль меню. Функция прокрутки есть, она сопровождается звуком трещотки, не вибрацией. Нижняя кнопка предназначена для перехода к тренировкам. Переназначить команды нельзя. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,3 дюйма с разрешением 360 на 360 точек. Дисплей неплохой, яркий, контрастный, но интерфейс не шустрый, скроллинг не плавный и изредка проскакивают подвисания. Как вы уже заметили, меню доступно на русском языке. Шрифт, как и перевод, далеки от идеала. Рамки просто громадные, безели нет. Экран слегка закругленный. Часовое деление выглядит странно, а дизайнерская фишка в виде подсветки с иконками по кругу выглядит еще страннее. Данная подсветка имеет 8 режимов, а также ее можно полностью выключить и настроить, какой будет использоваться режим, к примеру, при звонках, уведомлениях или начало тренировки и так далее. Повторюсь, выглядит это дело странно, но поиграться можно. Автояркости на борту нет, как и функции постоянно включенного экрана. Регулировка яркости пятиступенчатая, при прямом попадании света на экран яркости в целом хватает, автовыключение экрана максимум 20 секунд. Always On
On Display на борту с двумя видами отображения. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает хорошо и на удивление быстро. Функция для отключения экрана накрытием ладонью отсутствует, как и пробуждение экрана тапом. Из интересного отмечу, что можно выбрать стиль меню и на выбор 5 стилей, а также на смарт-часы можно установить четырехзначный пароль. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, включить поиск смартфона и так далее. Снизу вверх уведомления, слева направо также панель быстрого доступа, но ее функции рандомно меняются через некоторое время, а справа налево виджеты, которые можно добавить или удалить. В меню мы имеем набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение, максимальное количество это 10 контактов, последние вызовы, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смарте, визитные карточки, к примеру, можно завести QR-код, WhatsApp и других приложений, которые есть в списке. Активность, 2 неплохие игры, за что плюс, как и за наличие калькулятора в стоке. Далее есть тренировки, записи тренировок, измерение пульса, SPO2, артериального давления, мониторинга сна, уведомления, погода без обширной информации, музыкальный плеер, через который можно переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, и регулировать громкость. Но на сами смарт-часы загружать музыку нельзя. Удобно, что в панели быстрого доступа можно выбирать, через какое будет устройство воспроизводиться музыка, которая включена на смартфоне. К примеру, я слушаю музыку на смартфоне, но мне захотелось бы, чтобы звук воспроизводился через часы. Заходим в панель быстрого доступа, нажимаем на иконку наушников и все. Далее секундомер и таймер не работают в фоновом режиме. В приложении на смартфоне можно установить будильник или воспользоваться удаленной фотосъемкой. Только нужно будет не нажимать на экран, а трясти рукой. А будильник с самих смарт-часов установить нельзя. В настройках помимо уже перечисленного можно включить-выключить режим энергосбережения, настроить силу вибрации, но она тут никакая, меня лично разбудить она не смогла. По железу установлен чип RTL 8762DT HN333, Bluetooth версии 5.1, напоминаю, последний сейчас 5.3, но 5.1 тоже неплохо. Выделенной памяти внутренней нет, подключить внешние Bluetooth устройства нельзя, как и подключить смарт-часы к Wi-Fi. На борту есть NFC-модуль, его можно использовать для разблокировки умных дверей, для кода с QQ, WeChat, Alipay или PayPal. Завести банковскую карту нельзя. Спортивных режимов более 20 видов, отслеживание плавания на борту, пользоваться плеером во время тренировки нельзя, как и выходить из тренировки, не остановив ее. Настроек для тренировок нет, GPS смарт-часы не поддерживают, звонить со смарт-часов возможность должна быть, но у меня вызовы не совершаются. Можно только принимать звонки, используя функцию Bluetooth звонков. SIM-карту не вставить и eSIM не завести. Заготовок нет как для уведомлений, так и для звонков. Микрофон отрабатывает не совсем мрачно, но по большей части он подойдет только для коротких звонков. Звучание динамика простое и громкости, как по мне, слегка не хватает. Уведомления приходят практически моментально. Смайлики не отображаются, как и иконки приложения. Отвечать на уведомления нельзя. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 35 минут, время автономной работы в интенсивном сценарии использования без Always On Display не больше 4 суток. Конечно, в обычном сценарии использования они могут прожить и до 6 дней, время автономной работы в принципе неплохое. Из интересного еще, водонепроницаемость IP68, конечно же, я протестировал их на водонепроницаемости, окунул в емкость с проточной водой. По итогу с ними ничего не произошло, что хорошо, внешне они никак не пострадали, функционал остался рабочим, но купаться в соленой воде, ходить в сауну или в баню с ними я не рекомендую, а там уже дело за вами. Летим дальше. Kumi GT6 Pro работают в паре с приложением Kumi V, не с обычным приложением Kumi. Приложение доступно на русском языке, но перевод некорректный. Есть 3 основные вкладки. Это вкладка со всем мониторингом здоровья, вкладка устройства и профиль. На главном экране с включенными смарт-часами мы имеем заряд аккумулятора не в процентах, кошелек, настройки визитных карточек, настройка уведомлений, будильника, напоминания. Также есть магазин с циферблатами, которых, как по мне, достаточно. Вдобавок, любую фотографию установить на заставку можно. И есть полуанимированные циферблаты. Далее можно настроить время работы функции включения экрана при повороте запястья, включение непонятной функции для улучшения измерения, настройка мониторинга здоровья, поиск устройства, измерение способа ношения смарт-часов на левой или правой руке, обновить прошивку в приложении можно. И мне обновление уже прилетало. Хотя не сказал бы, что это что-то поменяло. Минусы: нет GPS, нет быстрых ответов, изредка подвисает ПО, плохой шрифт, плохой перевод, огромные рамки, слабый вибромоторчик, нет настроек тренировок, не отображаются смайлики и иконки, некорректный мониторинг здоровья. И нельзя на данный момент звонить часов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту, и огромное вам спасибо. За просмотр всем тоже огромное спасибо. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много веселого и интересного.
дерево, тем более сейчас сейл идет. Резюмирую, умные часы Kumi GT6 Pro специфическое носимое устройство. Как смарт-часы, они неплохие, но в плане дизайна, мне кажется, они перестарались. Если бы хотя бы сделали рамки у экрана меньше, убрав эти иконки с подсветкой, или заменили их на часовое деление, так чтобы оно имело такую подсветку, то, возможно, выглядели бы они слегка получше. Ну и ремешок, если заменить. Но опять же, это мое мнение. У вас, разумеется, свое. Вкусы у всех разные. Еще раз спасибо за просмотр. От меня девайсу за функциональность да, за прошивку на данный момент нет, и за дизайн тоже нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.